Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами лягушка, которую сегодня поймала Яна по моей просьбе. Жирная такая, большая лягушатина. Нет, мы ее варить и жарить не будем, но ее участь не очень веселая, к сожалению, потому что я научу вас, как скинуть свои болезни на лягушку. Дорогие друзья, магия – это магия. Она без прикрас. Магия – это мудрость, которая помогает людям тысячелетиями. Магия бывает и кровавая, магия бывает и с жертвами, магия бывает всякая. Поэтому, если вы хотите истинную магию, вот она такая. Иногда приходится жертвовать жизнью менее разумных существ для более разумного существа. Скидывают болезнь на вещь, чтобы вещь подобрали другие. Ну, это более такой из черной дебри магии. Это не советую вам провести, потому что... Нет, ну невинный человек не возьмет, потому что духи разумны, но вам незачем это делать, потому что вы еще не знаете, что это такое, и вы не вправе такие вещи проводить. Перекинуть болезни, возможно, на другие живые создания. Ну, это я постепенно вас научу. Я порой не хочу говорить некоторые вещи, чтобы тут же не взяли, не свистнули, не сделали, не поставили у себя, потому что они сидят на моем канале сутками, пасутся, и, услышав что-либо, тут же бегут это проводить. Хочу вам сказать, что многих людей я излечила перекидами. Легче перекинуть болезни, скинуть болезнь на другое живое существо иногда и чаще всего, чем снять. Многих людей я именно таким образом излечила. Скинув болезнь на птиц, на лягушек и прочее. Ну, можете осуждать это действие, но я считаю, что жизнь лягушки, которая не такая уж долгая, и жизнь, ну, предположим, ребенка, который лежит в реанимации, все-таки несопоставима, да? И, естественно, это вынужденная мера, но приходится идти на такую вынужденную меру для того, чтобы спасти жизнь человека. Я сейчас вас учу не самым таким сильным дебрем магии. Я сейчас вас учу скинуть свою болезнь с помощью перекида на лягушку. Ритуал авторский. Есть, может быть, и не может быть, а есть и другие ритуалы, но они совершенно разные. То есть мой авторский ритуал, он не взят за основу чего-либо. Он создан мной, и он рабочий. Он замечательно работает, как и все мои работы. Но, то есть я, грубо говоря, подогнала под обычного человека для того, чтобы обычному человеку можно было себя оздоровить. После этого ритуала вы станете выглядеть моложе, намного моложе. У вас появятся силы, у вас пройдут головные боли, у некоторых пройдет киста, у некоторых пройдет, может быть, суставная боль, у некоторых может пройти боль, скажем так, спина и прочее, а некоторые полностью оздоровятся. И такой возможен вариант. Конечно, лечение у врачей никогда не оставляйте, этого делать нельзя, но в то же самое время, если врачи, например, разводят руками и назначают вам различные всякие лечения, сами не понимая, что у вас, возьмите и сделайте. Найдите лягушку,
Вы можете этот ритуал провести днем и ночью, в городе и в селе, где угодно. Вы можете заказать любую лягушку по сайту. Вы можете в зоомагазин зайти, купить жабу, экзотическую, любую, какую хотите, и провести ритуал. А после эту лягушку отпустить. В течение 3 дней обычно эта лягушка умирает, унося с собой ваши болезни. Как только лягушка умирает, в течение 3 дней она умирает обязательно. Она может умереть через день, она может в ту же ночь, как вы провели, умереть. Прям при вас может умереть, если у вас очень сильная, страшная болезнь. Понимаете, по-разному. То есть насколько сильнее болезнь, настолько быстрее умирает лягушка. Переносится, вот есть люди, каждый год у них начинаются воспалительные процессы. Вот с весной или с осенью начинаются обязательно воспалительные процессы. Гланды, по-женски и прочее, прочее. Есть люди, у них постоянные головные боли. Насколько часто можно проводить этот ритуал? Но не чаще, чем раз в месяц. Если у вас никак не проходит, и вы хотите почаще этот, как бы, ну, может, проходит по частям или мало проходит, или у вас укорененная болезнь, хроническая. Между прочим, проходит и обостренные вот болезни поджелудочной. И я знаю случай, когда я дала женщине вот этот ритуал сделать, и у нее, и она начала худеть. Очень резко. Скидывать свои болезни на лягушку. Кстати, хочу сегодня сказать, сегодня люди, с которыми я работаю, да, бывает иногда люди долго не пишут, потом как бы пишут, спрашивая там, вот, извиняюсь, вот мы долго не писали, дело в том, что у нас все стало хорошо. И сегодня вот буквально как будто по заказу весь день мне пишут люди. Я чему удивляюсь? Самое интересное, действительно, после моих работ или со мной работы, люди начинают покупать жилье. Вы заметили? Очень многие за эти дни, за эти годы, как начали делать ритуал на канале, очень многие люди купили дом. Дом, квартиру, вот это вот удивительно, действительно, накапливается или приходит такая возможность приобретения жилья. И вот сегодня мне писали, мне очень приятно. Пишите. Конечно, пишите, чтобы я была в курсе дела, чтобы я порадовалась за вас. И мне самой это приятно. Итак, дорогие друзья, лягушка, любая, экзотическая, наша, квакша, большая, маленькая, абсолютно разницы никакой. Лягушка, жаба, что угодно. Берете эту лягушку, сажайте в банку. Вот там заранее сделайте такие надрезы на крышке. Во-первых, чтобы дышала эта лягушка. Во-вторых, чтобы лить туда то, что мы будем лить. Далее. Возьмите в аптеке вот эту штучку, приспособление для взятия крови. Не помню, как он там называется. Каким-то образом. В общем, проколоть палец. Берете воду, набираете воду молча, без разговоров. Просто из-под крана берете, набираете воду. Немного воды, не очень много. Да, ланцет, наверное. Или как-то, или скарификатор. Немного воды, чтобы не утопить эту лягушку. Значит, берете, у меня обычно взятая с вены кровь, которую я храню, и я ею пользуюсь. Я не всегда протыкаю палец, поэтому смотрите сами, как вам удобно. Сейчас будут вопросы, а менструальная кровь можно использовать? Нет. Менструальная кровь – это та кровь, которая от вас уходит, она не живая. Она мертвая, поэтому ею пользоваться нельзя в этом ритуале. Понимаете меня? Должна быть живая кровь.
С пальца или с вены, как вам удобно. Но с вены вы-то не возьмете. Но если кто-нибудь у вас есть, медик дома, и возьмет для вас немного, можете его хранить в холодильнике и время от времени проводить, чтобы каждый раз его как бы не капать. Капайте некоторое количество крови, ну капель там 3-4. Перемешивайте с водой и ставите рядом с этой банкой. Зажигайте 3 свечи. Додумывается, спрашивает про что угодно. Так что я всегда заранее говорю, я знаю, какие вопросы нелепые будут потом. Итак, зажигайте 3 черные свечи, черный алтарь. Этот ритуал проводится ночью, в сумерки, но никак не днем. Понимаете? Ну, скажем, после 8-9 вечера. Почему я говорю в сумерки? Потому что в сумерки темные духи активнее, они вас лучше слышат, и ритуал, естественно, срабатывает лучше. Лягушка нервничает, потому что видит свечи и не понимает, что с ним будут делать. Да не бойся ты уже, успокойся. Так, ну-ка замри. А ну-ка замри. А ну-ка замри. Ну-ка замри. Ну-ка замри. Все. Это не имеет значения. Может нервничать, может нет. Читайте 3 раза, каждый раз выливая какое-то количество воды туда. С кровью обязательно. Некоторое время держите эту лягушку. Можно делать ритуалы в любое время. Важно, у вас месячные или что. Можно. Только чистки постарайтесь в это время не делать, чтобы особо большой нагрузки для организма не было. Берете, читая, выливайте некоторое количество. Потом еще раз. 3 раза нужно читать этот заговор. Подождать, пока свечи догорят. Свечи можете просто выкинуть, огарки свечей. Они уже ни к чему. Берете столько монет, сколько вам лет. Если, еще раз говорю, в странах, где нету монет, покупайте мелкие камни по количеству ваших лет. Бирюза, лунный камень, аметист, какой хотите. Это тоже откуп, это тоже трата денег. Начитывать нужно на вот этот бокал с кровью. Вот так держите, читайте прямо, чтобы ваше дыхание туда шло. Потому что вы через свою кровь передаете болезни все. Нужно налить, некоторое время подождать. Заодно и свечи будут догорать, спускаться, да. Некоторое время, чтобы лягушка в этой крови, можно сказать, искупалась практически. А потом отнесите, выпустите лягушку, эту кровь вылейте на землю, киньте сзади деньги и говорите: свои болезни тебе отдаю. За что купила, за то и продаю. Все. Отворачивайтесь и уходите. В течение 3 дней вам станет легче. В эту ночь вас может крутить. Могут начаться понос, извиняюсь за подробности, может рвать, может трястись, может температура подняться. И это нормально. Но это всего лишь 2-3 часа. Потом резко станет легче, и в течение 3 дней вы почувствуете очень сильное облегчение. Даже если у вас нет смертельных болезней, даже если у вас нету каких-то страшных болезней, этот ритуал проводите периодически. Объясню почему. Вы помолодеете. Постоянно гной, накопленные шлаки в организме, они будут выходить. Понимаете, как вы энергетически передаете болезнь лягушки, а потом с вашей болезни начинает выходить все ненужное, то есть организм, извиняюсь, и очищается организм за короткое время. То есть лягушка, уходя, забирает эти все ваши болячки. И если вы
часто будете делать этот ритуал, ну, по крайней мере, несколько месяцев, вы заметите, как вы помолодеете. У вас начнет восстанавливаться иммунная система. Потому что такая практика очень давно практиковалась. Относитесь к этому всему очень серьезно. Даже если некоторые вещи кажутся вам абсурдными, или вы не можете объяснить, почему так происходит, понимаете? Ой, больные, что ли? Кто сильно заболел? Что, идиоты, что ли? Слушайте, дебильные существа. Если я показываю перекид болезни на лягушку, это не значит, что я заболела. Это значит, что я обещала своим зрителям давно. И вот я им дарю этот ритуал, потому что он им пригодится. Господи, откуда этот дебилизм берется? Давайте вы не будете сейчас мне вот на каждую болезнь спрашивать, а вот на эту болезнь можно, а вот на ту болезнь. Вы проводите, я вам сказала, это общий оздоравливающий ритуал на весь организм. Что возможно убрать и снять, оно снимется. Что реально невозможно ни в какую, кроме хирургического вмешательства, оно не снимется. Да больные они, Юлиана, не обращайте внимания на этих дебилов. Перекид болезни на лягушку для того, чтобы мои зрители этим пользовались, оздоравливались и омолаживались. Причем здесь я болею, поэтому провожу дебила. Господи. Ой, все. У них с головой что-то не то. Сейчас у Ютуба новая функция, постоянно показывает все новое, новое, что от тебе там кто упомянул и так далее. Я так смотрю, у них прям агония. У них реально какая-то шизофрения началась. Они как одержимые стали, как больные. Да ничего вы мне этим не сделаете, успокойтесь. Да хоть в день 500 роликов снимать. Это вот как агония, как сумасшедший дом, понимаете? Давайте я сама решу, обращать внимание или нет. Напоминает вот метание сумасшедших полоумных. Когда видят, что ну никак не воздействует, ничего не меняется в худшую сторону в твоей жизни, это их убьет в скором времени. Дорогие друзья, мама может провести своему ребенку этот ритуал. Но ребенку, которому нет еще 15 лет, до 15 лет. Но я не знаю, ваши дети поддадутся вот этим капанием крови, понимаете? Для них это страшное дело, поэтому и то в тех случаях, если действительно вы лечите ребенка и не могут никак понять и обнаружить, что происходит из-за чего. Только в этом случае вы можете за него читать. Но только матери, кровные матери, которые родили по крови, имеют право это делать своим детям. И только до 15 лет. Дальше уже нельзя. Дальше ребенок не должен сам проводить, тоже скажу. До 20 лет вообще лучше этот ритуал не трогать никому. Но если вот такая безысходность, да, какая-то, когда ребенок все время болеет, когда у него какие-то проблемы постоянно, может быть, со зрением, со спиной, еще что-нибудь, возможно это провести. Но вам придется уговорить ребенка взять с него кровь, перемешать с водой и, называя его имя, провести. Но обдумайте, подумайте, потому что это в редких случаях, еще раз говорю. Просто так не трогайте такие ритуалы. Итак, взяли вот этот бокал с кровью и читаем. Я обращаюсь к силам вселенским, к сторонам света, к югу, к западу, к востоку, к северу. Именем ведьмы и с ее дозволения. Тут называйте мое имя, потому что я как посредник между вами. Понимаете? Вы должны называть мое имя, чтобы эти силы знали, кто вам позволил этим ритуалом воспользоваться. Итак, именем ведьмы, с ее дозволения,
через ее силу и через ее славный род. Прошу меня услышать и помочь. Заклинаю луной и солнцем, огнем и водой, небом и землей, и силами гексаграмматон, и над всеми властвует он, тьмой и светом, черным псалмом и чашей весов судного дня. Я скидываю свою болезнь, снимаю с крови, с костей, с жил, с рук и ног, с головы, сердца, с печени, с тела белого выселяю болезнь и вселяю в лягушачье тело. Забирай, живая душа, с меня мою хворь и болезни. Болезни явные и болезни тайные, гной и телесные пороки. Что меня мучает, тело мое терзает, молодость мою сжирает, силы мои съедает. Выходите, болезни мои, с духом хворобы и идите на тело лягушачье. А они есть руки пианиста. Я играла на пианино много лет. Переношу я болезнь с себя, с крови моей на кровь лягушки, с плоти моей на плоть лягушки. Мою болезнь отныне в тело лягушки вселяю, обратные пути ей закрываю. Заклинаю я живыми и мертвыми. Ночью навью и явью, не отвлекайте меня, жизнью и смертью, и именем неизреченного. От болезни освобождаюсь, свою болезнь, лягушачью плоть, своей болезнью лягушачью плоть награждаю. Мне жить и здравствовать, а тебе, лягушка, помереть и в прах превратиться. Так боги решили, и мне здороветь разрешили. Истинно так. Ключ, замок, язык. Заклято. Какие-то мрази тут пробегают. Сейчас я в черный список занесу. Действует мне на них. Так, давай. Это все твое. Если вылиться чуть-чуть, это не страшно. Главное налить. Да вот это вот руны Таро или кто он там. Почему лягушка должна меня послушаться, идиотские существа? И это из этих компаний алкашей. Почему лягушка должна кого-то слушаться? Лягушка – это животное, которое сидит и боится того, что здесь зажгли свечи и прочее, нервничает, потому что не понимает, что с ней хотят сделать. Вот тупые существа. Вы просто идиотские, тупорылые существа, которые не знают, чем еще заняться. Работа магии показывает перемены в жизни людей, а не тем, как лягушка скачет, и как там свеча горит, и как банка стоит, понимаете? Руны, таро. Одни рунологи, тарологи, только их никто нахер не знает, и никому нахер не интересно. Продолжим. Опять же, я обращаюсь к силам вселенским, к сторонам света, к югу, к западу, к востоку, к северу. Именем ведьмы, с ее дозволения, через ее силу и через ее славный род, прошу меня услышать и помочь. Заклинаю землей и силами гексаграмматон, и над всеми властвует он, тьмой и светом, черным псалмом и чашей весов судного дня. Я скидываю свою болезнь, снимаю с крови, с костей, с жил, с рук и ног, с головы, сердца, с печени, с тела белого, выселяю болезнь и вселяю в лягушачье тело. Забирай, живая душа, с меня мою хворь и болезни. Болезни явные и болезни тайные, гной и телесные пороки.
Что меня мучает, тело мое терзает, молодость мою забирает, силы мои съедает. Выходите, болезни мои, с духом хворобы, и идите на тело лягушачье. Переношу я болезнь себя с крови моей на кровь лягушки, с плоти моей на плоти лягушки. Мою болезнь отныне с тела лягушки вселяю, в тело лягушки вселяю, обратные пути ей закрываю. Заклинаю я живыми и мертвыми. Ночью, навью и явью, жизнью и смертью, и именем неизреченного. От болезни освобождаюсь, своей болезни лягушачью плоть награждаю. Тяжелый, но очень нужный ритуал, да. Мне жить и здравствовать, а тебе, лягушка, помереть и в прах превратиться. Так боги решили, и мне здороветь разрешили. Истинно так. Ключ, замок, язык, заклято. Опять льете? Так. Оставьте еще чуть-чуть. Если на ребенка делаете, то называйте его имя, естественно. Я обращаюсь к силам вселенским, к сторонам света, к югу, к западу, к востоку, к северу. Именем ведьмы, с ее дозволения, через ее силу и через ее славный род прошу меня услышать и помочь. Заклинаю я луной и солнцем, огнем и водой, небом и землей, и силами гексаграмматон. И над всеми властвует он, тьмой и светом, черным псалмом и чашей весов судного дня. Сердце начинает быстро биться. Я скидываю свою болезнь, снимаю с крови, с кости, с костей, жил, с рук и ног, с головы, с сердца, с печени, с тела белого, выселяю болезнь и вселяю в лягушачье тело. Забирай, живая душа, с меня мою хворь и болезни. Болезни явные и болезни тайные, гной и телесные пороки. Что меня мучает, тело мое терзает, молодость мою жирает, силы мои съедает. Выходите, болезни мои, с духом хворобы, и идите на тело лягушачье. Переношу болезнь себя с крови моей на кровь лягушки, с плоти моей на плоть лягушки. Мою болезнь отныне в тело лягушки вселяю, обратные пути ей закрываю. Заклинаю я живыми и мертвыми, навью и явью, жизнью и смертью, и именем неизреченного. От болезни освобождаюсь, своей болезнью лягушачью плоть награждаю. Мне жить и здравствовать, а тебе, лягушка, помереть и в прах превратиться. Так боги решили, и мне здороветь разрешили. Истинно так. Ключ, замок, язык. Заклято. И доливайте последнее. Лягушки. Ставите рядом. Ждете, пока свечи догорят. Уносите лягушку. Выпускайте. Берете столько же монет, сколько вам лет, или лет вашему ребенку, если вы с ребенком будете проводить. Открывайте банку, выпускайте лягушку, выливайте остаток воды с кровью на землю, а лягушке вслед кидаете монеты. Лягушку отпускайте желательно и вообще обязательно, и лучше всего
за свои ворота, если у вас частный дом. Кидаете монеты и говорите слова, которые я уже вам сказала и произнесла. И возвращаетесь обратно. Через 3 дня или в течение 3 дней лягушка умирает. Это даже не обсуждается. Лягушка умирает, и как только лягушка умирает, вам становится легче. Если это повторить хотя бы раз в месяц, в ближайшее время вы заметите, насколько вы омолодеете. Теперь, как достать лягушку? Лягушку, еще раз говорю, можно заказывать, можно ловить, можно купить в зоомагазине, это не имеет никакого значения. Главное, вот здесь делайте отверстие, для того, чтобы суметь оттуда вылить воду с кровью. Теперь я подожду, пока свечи догорят, выпущу лягушку. Если у меня будут силы, я сегодня еще проведу, может быть, не обещаю. Посмотрим. Ну что сказать. Еще одна работа вам в помощь для того, чтобы вернуть жизненные силы. Всем удачи и всех благ.